Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такие уютные, милые груши крючком. Давайте рассмотрим поближе. Вязать их очень просто, легко. Схема состоит из 4 рядов. Сейчас я прикреплю ее на экране. Можете сделать скрин экрана. В этом видео мы с вами разберем ряд за рядом и в конце видео свяжем такие груши. Если вам нравится это изделие, поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Это помогает продвижению канала. Куда можно применять такие груши? Ну, конечно же, как аппликацию на предметы домашнего декора. Я вот хочу сделать кухонную прихватку и украсить ее вот такими грушами. Можно как аппликацию на детскую одежду, на подушечки, какие-то сидушечки. Если накрахмалить, можно сделать и гирлянду, украсить, повесить на какие-то веточки. Также будет смотреться нарядно. Можно вязать их разноцветные, менять нитку на любом ряду. Сегодня я буду вязать эти груши из ниток классический хлопок от Пихорки. Цвет горчица 447. Это стопроцентный мерсеризованный хлопок в 100 граммах 250 метров. Размер такой груши у меня получился 11 сантиметров. Ну, конечно же, это зависит от выбранной нити, от крючка и плотности вязания. У каждой мастерицы получится свой размер. Я буду вязать крючком 2,5 миллиметра. Рекомендую брать ниточки потолще. Если нитки тонкие, то можно сделать в 2 или в 3 сложения. Как вязать ниткой в 3 сложения из одного клубка у меня есть видео на канале. Ну и в нескольких своих видео, когда мы вязали с вами какие-то изделия, я показывала, как я это делаю. Итак. Так, наводим порядок на столе. Делаем начальную петлю, крючок 2,5 и набираем цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Замыкаем в кольцо в первую воздушную петлю при помощи соединительного столбика и вяжем первый ряд. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида и в колечко. Хвостик мы сейчас сразу обвяжем. Провязываем 6 столбиков с 2 накидами. Включила свет, чтобы было поярче. Так, первый столбик с 2 накидами. 2 накида. Второй столбик сюда же в колечко. Не забываем обвязывать хвостик. 2 накида. Третий столбик. Четвертый. Так, тяжелый моток плохо раскручивается. 2 накида, пятый столбик с 2 накидами и шестой. Провязали. Далее 3 воздушные петли арка. 1, 2, 3. 2 накида. И сюда же в колечко провязываем еще 6 столбиков с 2 накидами.
5 и 6. Вот так. Далее 5 воздушных петель, арка, 1, 2, 3, 4, 5. И в кольцо делаем соединительный столбик. Хвостик мы уже обвязали, он никуда не денется. Соединили. Давайте хвостик отрежем, чтобы он нас не отвлекал. Вот так. Первый ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Вяжем второй ряд. 2 воздушные петли подъема, 1, 2, и в арку из 5 воздушных провязываем 5 столбиков без накида. Первый, укладываем их поплотнее, чтобы они все поместились. Второй, третий, 4 и 5. 5 столбиков. Далее накид, и в первый столбик с 2 накидами провязываем полустолбик с накидом. Вытянули рабочую нить, 3 петли на крючке и закрываем за один прием. Провязали полустолбик с накидом. Далее в следующие 5 столбиков провязываем по столбику с накидом. 1, в следующий второй столбик с накидом, в следующий третий, в следующий 4 столбик с накидом и в последний перед аркой 5 столбик с накидом. Провязали. Теперь в арку вяжем 2 столбика с накидом. Первый накид, второй столбик с накидом, делаем 2 накида и сюда же в арку провязываем столбик с 2 накидами. Провязали. Вот так. 4 воздушные, арка, 1, 2, 3, 4, и вяжем симметрично первой стороне, вторую сторону. Делаем 2 накида, сюда в арку провязываем сначала столбик с 2 накидами, далее идут 2 столбика с 1 накидом, сюда же в арку. В следующие 5 столбиков по 1 столбику с накидом, 1, следующий 2, 3, 4, и 5 столбик с накидом. И в последний столбик провязываем полустолбик с накидом. Сделали накид, вставляем крючок, вытягиваем рабочую нить, 3 петли на крючке, закрываем. Провязали полустолбик, и теперь в арочку из 5 воздушных провязываем 5 столбиков без накида, обвязываем арочку. 2, 3, 4, 5. Подошли к концу ряда, и вот теперь вот сюда под 2 воздушные петли начальные соединяем соединительной петлей. Второй ряд у нас готов. Вяжем 3-й ряд, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид. В следующие 3 столбика, 1, 2, 3, провязываем по 1 столбику с накидом. Первый столбик, второй в следующий столбик, и в третий столбик еще столбик с накидом. Далее у нас прибавка. Провязываем 3 столбика с накидом. Первый, сюда же в этот столбик, второй столбик, и сюда же в этот же столбик третий. Из одного столбика 3 столбика у нас выходит.
Теперь снова 3 столбика по одному, в следующие 3, 1, в следующий второй столбик и еще один столбик в следующий столбик. Вот, провязали 3 столбика с накидом. И снова у нас прибавка 3 столбика в один столбик. Первый столбик с накидом, сюда же второй столбик с накидом и сюда же третий столбик с накидом. Наша груша закругляется. Далее вяжем в следующие 4 столбика по одному столбику с накидом. Первый, второй, третий, и четвертый. В следующий столбик вяжем столбик с одним накидом, провязали, и сюда же в этот столбик провязываем столбик с 2 накидами. Сделали 2 накида и сюда же в этот столбик, куда провязали последний столбик, столбик с 2 накидами. Так. Подошли к последнему столбику перед аркой и в него провязываем 3 столбика с 2 накидами. Первый столбик с 2 накидами. Сюда же второй столбик с 2 накидами. Третий столбик. Провязали 2 накида. Теперь в арку из 4 воздушных провязываем 3 столбика с 2 накидами. Первый, сюда же под эту арку второй столбик с 2 накидами и третий столбик с 2 накидами. Вот половина груши у нас готова. 1 воздушная петля и вяжем вторую половину. Также в арку провязываем еще 3 столбика с 2 накидами. Первый, 2 накида, второй и третий столбик с 2 накидами сюда же в эту арку. Два накида. В первый столбик, в следующий провязываем 3 столбика с 2 накидами. Первый, сюда же второй и третий столбик. А в следующий столбик у нас первый столбик с 2 накидами делаем. Провязали и сюда же в этот же столбик столбик с 1 накидом. Здесь у нас 2 столбика разной высотой. Далее идут 4 столбика с 1 накидом. В следующие 4 столбика по 1 столбику. Первый, в следующий второй столбик с 2 накидами, в следующий третий и четвертый столбик с 2 накидами. И теперь прибавка. Вяжем 3 столбика в 1 столбик. Первый столбик с накидом, сюда же второй и третий. Далее 3 столбика по одному, 1, в следующий 2 и в следующий третий столбик. И теперь снова прибавка. 3 столбика в 1 столбик. 1, 2, 3. Сделали прибавочку. И в оставшиеся 3 столбика по 1 столбику с 1 накидом. 1, следующий 2 и 3. Подошли к концу ряда и соединяем в 3-ю воздушную петлю подъема с соединительной петлей. 3-й ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Вяжем последний 4-й ряд. Воздушная петля подъема и в следующие 4 столбика провязываем по 1 столбику без накида. Первый,
второй, делаем обвязку, третий и четвертый. Далее у нас в следующие 8 столбиков будут прибавочки по 2 столбика без накида. Итак, первый столбик, сюда же второй, первая прибавочка, в следующий также 2 столбика без накида, вторая прибавочка, в следующий третья прибавочка, четвертая, пятая, провязываем по 2 столбика без накида, шестая, седьмая, восьмая. И теперь следующие 12 столбиков по одному столбику. Здесь уже прибавочек не делаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и последний столбик перед аркой 12. Половинку мы обвязали, подошли к арке из одной воздушной и в нее провязываем столбик без накида. Теперь нам нужно сделать вот такой листик. Для этого мы набираем цепочку из 9 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Делаем 3 накида и в четвертую петлю от начала цепочки 1, 2, 3, 4. В четвертую петлю провязываем столбик с 3 накидами. Закрываем попарно все петли. Три накида и сюда же в эту петлю провязываем еще один столбик с 3 накидами. Далее пику из 3 воздушных набираем 3 воздушные петли, 1, 2, 3 и в третью петлю от крючка соединяем соединительной петлей, чтобы листик был остреньким. Снова делаем 3 накида и сюда же в эту петлю, куда провязывали столбики с 3 накидами, провязываем еще 2 столбика с 3 накидами. Первый, три накида и второй сюда же в эту же петлю. Пять воздушных. И в эту же петлю, куда провязывали столбики, соединяем соединительной петлей. Такой листик. И в следующую воздушную петлю по цепочке также делаем соединительный столбик. Далее набираем 7 воздушных. И 1, 2, вот сюда, в третью петлю от крючка, соединяем, в следующую петлю соединительный столбик, второй, в следующую третий, в следующую четвертый и в следующую пятый. Вот 5 соединительных столбиков. Вот такой хвостик у нас, черешок. Теперь соединяем в петлю, куда мы провязывали вот последний соединительный столбик после листика. Вот ее видно. И в следующие 2 воздушные петли по цепочке подходим к самой груше, также по соединительному столбику.
Вот такой у нас черешок с листиком. Так, подошли груши. Теперь в арку провязываем столбик без накида. Следующие 12 столбиков по столбику без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И дальше идут у нас 8 прибавок. По 2 столбика без накида в каждый столбик. 1, первая прибавочка. 2, третья прибавка. 4, 5, 6, 7 и последняя 8. И в следующие 4 столбика по одному столбику. Подошли к концу ряда и под воздушную петлю подъема делаем соединительную петлю. Все, ниточку закрепляем, отрезаем, прячем хвостик и отутюживаем нашу грушу. Если хотите накрахмалить, то можно и придать ей жесткость. Это уже куда вы будете применять, вот, или как аппликацию, или как сувенирчик, брелочек. Это уже решите на свое усмотрение. Сейчас возьму крючок немножечко потоньше, чтобы легче было. Все, связали. Наша груша готова. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. 7 ровных петелек. И до новых встреч!